Всем здравствуйте! У нас прямой эфир, и у меня в гостях Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте. У вас был потрясающий, наполненный фактическими цифрами эфир сегодня во время форума «Открытые возможности». И я хотел, конечно же, некоторые цифры уточнить, чтобы, может быть, вы их прокомментировали немножко. Вы сказали, что, по-моему, 40% скептически до сих пор относятся к мерам господдержки, хотя этих мер, если я правильно понял, больше 150, что-то такое, наименований. Это так? С чем А, связано? С чем, как вы считаете, связано такое отношение людей? Это просто врожденный скептицизм? Или, может быть, у них что-то иное присутствует? Что? да, действительно. Ну, во-первых, мер поддержки в Москве 50, да, не 100. Ага. Но отвечают на опросы обычно, я так называю это, эту аудиторию протестный предпринимательский электорат, которые недовольны властью. Вообще пишут омбудсмену, чтобы понимали те, кто уже либо всем написал и им не помогли. Вот эти жалобы — это от самых, у которых вот уже вот крик души, да. Мгм. И в пуле таких людей очень много, в активе, так скажем, моем, ну, просто потому что уж лучше с ними общаться, помогать им, делать так, чтобы власть их услышала, нежели просто вот не помогать, и тогда мы увидим протестное настроение уже на улицах Москвы. Вот этого не хотелось бы. Соответственно, я с такими активными предпринимателями работаю тесно через эти опросы, через того, что их встраиваю в действующее бизнес-объединение, и там они уже снимают эти вопросы. Возможно, эти предприниматели, когда в следующий раз будут отвечать на вопросы, у них не будет такого, что мы ничего не слышали, ничего не знаем, власть нам не помогает. Мгм. Ну, процент действительно большой, я не могу его не говорить. Это вот связано с тем, что все равно и всегда есть кто-то недовольный, всегда есть тот, кто не понял. Это так. И также хочу сказать, несмотря на то, что Москва, уровень правовой и финансовой грамотности очень низкий. Я не знаю, какой он в регионах, но в Москве, даже в Москве это чувствуется, опять же, по тем обращениям, которые к нам поступают, когда там налоговая уже предъявляет требования, уже без 5 минут уголовка и СИЗО, предприниматель обращается к уполномоченному, думая, что он прав. Я говорю, ну как же прав-то? И вот мы ведем с этой аудиторией тоже отдельную работу, потому что не хотелось бы увеличения в цифре незаконного уголовного преследования предпринимателей. А тут они, ну, не знали, не захотели нанять юриста, адвоката, зачем он нужен? Можно Мгм. же самим все сделать. То есть вот такие так, особенно молодых предпринимателей таких много. Я работаю много с молодежью, даже вот с московскими школьниками. Я вам хочу сказать, что мы все рейды по школам сделали. С 14 лет ты можешь регистрироваться как самозанятый. Но дети не собираются это делать. Говорят, а зачем платить налоги? То есть тут мы тоже вот такую популяризацию в целом там, предпринимательства ведем. И вот в вопросах участвуют именно те, кто, как правило, недовольны. Наверное, поэтому такая большая цифра. Татьяна, а вы связываете это финансовая, ну, как бы, недообразованность финансовую с тем, что этой образованности, в общем-то, нигде не учат, если честно? Да, совершенно верно. Вот один из моих проектов, Московская молодежная школа уполномоченного в Москве, он именно связан с тем, что, да, в Москве есть предпринимательские классы, да, их более 50, и это очень крутой опыт Москвы, мы его тиражируем, рассказываем о нем всей стране. Но когда я общаюсь с детьми, с московскими школьниками, они говорят, пригласите нам, пожалуйста, действующего предпринимателя успешного, мы там хотим видеть вот такого-то, Мгм. такого-то. А я говорю, ну почему у вас же, а как вас учат тут? Оказывается, преподаватели ведут уроки предпринимательства. Это неправильно. Это Поэтому совершенно как можно, неправильно. да, поэтому как можно больше должно быть, конечно, в предпринимательских классах, там, где дети уже понимают, ну, либо это дети бизнесменов, либо это дети, которые уже с предпринимательской жилкой, уже там детского садика что-то пытаются заработать. И они вот в этой отдельной экосистеме растут, их там учат проектному мышлению, их много чего в школе хорошего учат. Но самое главное, что необходимо этим детям, это наставник, успешный предприниматель, тот, кто расскажет, как он заработал первый миллион, и который еще потом будет в течение там, года-двух сопровождать как ментор того ребенка, у которого какая-то бизнес-идея, чтобы она до практического результата переросла. Мы работаем со всеми детьми в Москве.
У нас там бизнес-акселераторы есть, и в этом плане, конечно, хочется, чтобы это было на системной основе по всей стране. Если это предпринимательский класс, и если ребенок хочет заниматься бизнесом, то ему нужно дать все те знания, которые необходимы. Это и финансовая грамотность, и правовая грамотность. И чтобы потом такого не было, что они обращаются к омбудсмену, когда они там неправильно налоги платили, и уже там можно Мгм. сказать, что налоговая, ну, она не прощает ничего, это налоговая. Это Конечно, тоже да. сделан, для этого и создан. Родители не очень обладают, многие родители не очень обладают информацией, дети напитываются от родителей, и получается, они перенимают неуспешный опыт и транслируют его своим друзьям и так далее. А вы не пытались попробовать изменить ситуацию, может быть, предложив Сергею Семеновичу Собянину или, может быть, в департамент Москвы по предпринимательству вот идею широко преподавать. Вы помните Кийосаки, Роберт Кийосаки, который там еще сказал, говорит, почему меня в школе, это в Америке было в 70-е годы, говорит, почему меня в школе не учат самому главному, как зарабатывать деньги? Ну, конечно, мы это не раз предлагали. Я еще в свое время, когда работала вице-президентом деловой России, мы, не я лично, но сообщество наше, президенту нашей страны предлагало ввести обязательные уроки предпринимательства в школах. Ну, наверное, не каждый должен быть предпринимателем, может быть, обязаловки это не нужно делать, но здесь в чем есть проблема? В том, что есть образовательный стандарт, есть школьники, которые обязаны там программу, да, определенную пройти, чтобы сдать ОГЭ, ЕГЭ. А есть вот такие факультативы, и один из треков предпринимательства, это круто. И там, если все это стандартизировать, то ни один там наш успешный предприниматель, которые некоторые есть и только школу закончили без высшего образования, да, а при этом они входят там в список Forbes и успешно зарабатывают деньги, они вообще, в принципе, по этим стандартам не будут соответствовать, их, и, может быть, их школьников допускать не надо. Мгм. Поэтому это все делается через такие общественные социальные проекты, инициативы, где вот инициатива принадлежала бизнесу, это я ее лишь поддержала, что предприниматели захотели делиться своими знаниями, опытом, это нормально. В школы их никто не пускал, и вот благодаря поддержке Департамента образования Москвы нам дали 50 школ, мы туда просто зашли. Возможно, мы что-то делаем не так, но я всегда меряю результат на выходе. И даже вот в прошлом году у нас там из 50 детей 2 человека сказали: знаете, мы тут все выиграли, все конкурсы, бизнес-акселераторы прошли, бизнес-лагерь. Он говорит: я понял, это не мое. Так это крутой результат, что Отличный ребенок, результат, я согласен не полностью. будет, у него право на ошибку уже случилось. Да, Он не будет брать кредит, он не будет разочаровываться, он вообще пойдет в наемники, и все супер. Вот это, я считаю, крутой результат, что он сказал: это не мое, а не потом, когда там уже нужно что-то делать. И, конечно. Да, да, поэтому есть здесь опыт вот KPI, цивилизации, да. KPI нужен правильный. Да, есть опыт цивилизации, когда детей в школе учат водить автомобиль, знать, что такое налоговая декларация, общее финансовое представление. У нас же есть, как это, обществознание, обществоведение, да? Как устроено государство, где президент, где Госдума и прочее. Мне кажется, тема финансовой грамотности, и вы могли бы ее продвинуть, 100%. Но в Москве в сентябре проходит фестиваль финансовой грамотности, вот уже 5-й год. И я помню, я возглавляла общественный совет при департаменте образования, и мы предложили добавить слово фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Вот, то есть вот эту культуру предпринимательства мы везде внедряем не только в школах, институтах, но и везде, опираясь на экосистему, мы просто показываем, а кто такой предприниматель? Не тот, который деньги только зарабатывает. Это который общественник, который объединяет вокруг себя всех конкурентов и не считает их конкурентов, потому что они стали, эта отрасль стала пострадавшей, нужно вместе сообща достучаться там, до президента, до мэра, до власти и сказать, нам нужны меры поддержки. Какие меры? Вот мы все на бумаге рассчитали, вот выпадающие доходы, да, но мы сохраним рабочие места, налоги. Вот так теперь предприниматель научился разговаривать. Вот это настоящая предпринимательская культура, где они не только зарабатывают деньги, но и предприниматели нового поколения, но они еще отдают через общественную деятельность, помогают другим, консультируют. Там, сообщество фитнеса, например, в пандемию
все крупные фитнес-центры просто подарили мелким фитнес-центрам вот эти онлайн-предложения, чтобы на них деньги не тратили, и быстро запустили онлайн-тренировки. То есть вот она помощь внутри отраслевых сообществ. Это настоящая предпринимательская культура. И вот мы в рамках этого фестиваля, ну и в течение года, естественно, делимся этим опытом, рассказываем, какой должен быть предприниматель, какой он сейчас есть. Что это не просто заработал и уехал там отдыхать на Ну острова. да, Нет. да, да. Он работает в Москве, объединяет и за чиновников делает всю работу. Да, это я вспомнил фразу, да, нас недавно перестали только называть коммерсами, сказал сыровар наш Олег Сирота. Вот, это Да. же чистый факт. Еще в 2018 году на коммерсантов продолжали смотреть так же, как на них смотрели в 98-м. Ну, малиновые пиджаки, ты крутой, там, соришь деньгами. И только совсем недавно начало меняться это отношение общества к людям, которые на самом деле двигают экономику, вносят новые идеи и так дальше. А что касается фестиваля, скажите, а у вас нет ощущения, что это похоже на 8 марта, когда раз в год приходят, дарят цветок и говорят, я тебя люблю? Вот. Это не тот же самый случай. Может быть, это должно быть ежедневно, то есть все-таки не фестиваль. Но я об этом каждый год и говорю, что кто-то подводит раз в год итоги, те партнеры, с которыми мы работаем, там и Министерство финансов, и Центральный банк, и все. Наверное, они в течение года тоже что-то делают, но у них действительно хотя бы вот эта открытость такая для закрытых департаментов, да, это очень закрытые финансовые все вот эти организации, но они раз в год хоть открываются и открытые уроки делают. Все, может быть, для них раз в год это тоже огромный шаг, показатель. Вот. Может быть, и не надо каждый день им, представителям Министерства финансов и ЦБ, там, читать лекции открытые, правильно? Что нельзя сказать о предпринимательском сообществе, которые делают это каждый день. Поэтому я говорю, как вот есть в сентябре, это точка отсчета, да, подвели итоги, наметили планы, пусть она будет. А то, что это должна быть ежедневная работа, я согласна, у нас 36 общественных приемных, мы, конечно, фестивалим каждый день, потому что за год 5300 обращений – это огромная цифра среди предпринимателей. Это только в Москве. Я, наверное, уже завершая нашу беседу небольшую, хочу спросить, количество предпринимателей, которые сейчас обращаются к вам, цифра схожа с показателем прошлого года? Она такая же, выросла, уменьшилась, и Мгм. поток запросов, он сильно трансформировался или примерно те же самые запросы остались? Ну, конечно, в пандемийный год количество обращений выросло там в 2 или в 3 раза, и это стали не жалобы, а предложения. И это стали не отдельные обращения предпринимателей, а группы предпринимателей. Мгм. Объединялись торговые центры, там, арендаторы, да? Объединялись несколько торговых центров владельцев, которые там говорят, что это хотят от нас арендаторы, мы не готовы доплатить льготы. Да? То есть бизнес стал писать коллективные обращения. Потом они формировались в отраслевые сообщества, поэтому, конечно, рост именно в пандемию вырос, потому что ну, локдаун заставил людей обращаться, писать, объединяться и все такое. Сейчас их меньше, но не намного, там, может быть, процентов на 10, на 20 меньше, чем в прошлом году, просто потому что диалог уже в пандемию выстроен со всеми отраслевыми департаментами правительства Москвы таким образом, что они могут напрямую общаться без обращения к уполномоченному. Раньше я была этим связующим звеном, Мгм. сейчас дорожки протоптаны, но тем не менее жалоб меньше не стало, как было много, так и осталось. И несмотря на мораторий, и несмотря на все остальное, незаконное уголовное преследование, как было на первом месте, так и остается предпринимателей, потому что в кризис всегда усиливаются межкорпоративные споры, недобросовестной конкуренции. Все пишут, и вот уголовка у нас, к сожалению, растет. Тем не менее, много обращений связано с мерами поддержки, поэтому здесь вот немножко есть такое изменение в структуре обращений. Мгм. Я понял. Что ж, я благодарю вас за ответы развернутые и вашу активную жизненную позицию в отношении развития предпринимательского сознания. Пусть все получится. Друзья, Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, была у нас в гостях в прямом эфире. Спасибо. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.